Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ Великобритания 7 уровня, штурмовая ПТ АТ-7, моя любимая вообще ветка в игре, одна из. Вот, ну и сегодня полноценный обзор у нас на АТ-7, и предлагаю, как всегда, уже начать с бронирования. Погнали. Итак, вот коллижная модель наша АТ-7. Ну и начнем с корпуса. Все равно корпус у него как бы едино все считается. Ну, мы начнем, будем разбивать это на НЛД, ВЛД корпуса. Ну, без этого они же здесь есть. НЛД у нас 206 миллиметров, ВЛД 170. Центральная часть 204, ближе к каткам 200 до 224 даже, вот до 225. Вот эти полосочки по 200. Вот, как крепкое ли НЛД? Ну, относительно 7 уровней, да, неплохое. Но голдой тяжелые танки и ПТ-САУ у вас, конечно, сюда пробивать будут. Вот, ну и ВЛД, соответственно, тоже. Это надо помнить. Касаемо самой рубки. Здесь много групп брони. Давайте побегаем, посмотрим. 211 рикошет. 300 есть места, да, есть 256, 260 рикошет, 202, 211, 250. Вот в центре 207, здесь 260, здесь 210, 207, 245, 215. Под пушкой у нас 205, 260 рядом с пушкой, 203, чуть выше вот эта планка 212, верхняя планка рикошетная 248, 250. Вот, ну, как в целом, тут сложно запоминать вообще, куда пробивать эту ПТшку. Для себя можно определить самое главное. Вот этот вот пупс центральный, да, сюда 206. Вот это вот место у нас 206, под пушкой 210, и это основные места, куда его можно пробивать в рубку. Запоминаем центр, здесь под пушку. Все, что выше, все это даже не думайте целить. Вот сюда еще может 215, если он как-то все это спрятал. Но зачем сюда стрелять, когда есть вот 100, вот люк, командирский обзорный прибор 165, вот здесь 203. 203. То есть все вот эти вещи, они пробиваются, урон ПТ получает, и если вы их видите, вообще все стараются ее убивать вот в эту большую блямбу наверху. Вот боковое бронирование на 139, но от борта мы танковать особо не сможем, потому что угол горизонтальной наводки не поможет эффективно стрелять. Это все-таки ПТ-САУ, не про танкование от борта. Вот как-то так. Вот такое бронирование. Так, с броней разобрались, смотрим основные модули. Вот, по основным модулям у нас, значит, предлагается куча пушек. Вот эта пушка на ПТВ жопа у вас горит играть. Заходите обязательно со свободным опытом, чтобы хотя бы поставить вот эту с альфой 140 с пробитием основным на 148, на 208. Потому что ну, это жесть, я вам точно говорю. Прям не захочется играть на ветке, вообще на этой ПТ-САУ вот с этим говном 5 уровня. Вот 7 хотя бы. Вообще нас, конечно, интересует вот эта пушечка с альфой 230, 226 основным пробитием, голдой 258, да, на 7 уровне. Заряжается пушка 6,2 секунды, на стоке ДПМ 2226, точность невероятная 0,31, время сведения комфортное 2,3 секунды. Это все на стоке. Рацию обязательно качайте, вы всегда на передовой, вы штурмовая ПТ, будете, как и ЛТ, в вашей команде передавать данные вашим союзникам. Разница, смотрите, 450 метров, здесь у нас 700, почти в 2 раза. По двигателю ПТшка очень медленная. На стойке у нас 395 лошадей, здесь у нас 500, как минимум 20% прирост подвижности вам топовый двигатель даст. По ходовой вам также надо на месте крутиться, она очень тяжело крутится на месте. Топовая ходовая 22 градуса в секунду, здесь 20. Немного, но прирост, и это важно, качайте. По полевой модернизации я еще не качал, давайте вот один качну, вот это, так. Во втором блоке усиленная ходовая. Обязательно качайте. В 4-м блоке у вас, сейчас огневую мощь откроем, сведение и так более-менее комфортное. Можно повысить точность, которая у нас уже 0,29.
а может стать 0,28. Ну и, конечно, здесь мы будем качать, ну, незаметности после выстрела, мы же не кустовая ПТ. К обзору берем штанговый перископ. По оборудованию. Здесь, на мой взгляд, единственное правильное оборудование — это в основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, ставим досыл всегда. Ставите, мы медленные, это мишень для арты, ставите улучшенную закалку, вам придаст больше хп, и гусеницы, катки не сразу будут вам сбивать. Ну и, конечно, турбину, чтобы побыстрее ползать, потому что мы ультра медленные. По снарядам основной у нас ББХ летит суперский, косарь, 1000 метров в секунду. Голда у нас подкол летит почти 1300 метров в секунду. Уникальная скорость. Уникальная пушка в этом смысле. Ну и, конечно, снаряжение ремка, аптечка, огнетушитель автоматический я себе позволил поставить доп-паёк. Экипаж мега огромный, 6 членов экипажа Перкови сейчас видите на экране. Вот, по огневой мощи УВНов у нас нету, но это и не танк. Про УВН это вообще история не про УВН, минус 5. Вы просто едете, всех убиваете, по сути. По ХП 1350 маловато для штурмовой ПТ, даже 7 уровня могли бы накинуть чуть побольше, потому что мы всегда на передовой. Вот. По мобильности все грустно. 24 с турбиной вперед, без турбины 20 вперед, 12 назад, 12 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору 387 метров, мы прям слепые-слепые. Обзора нет. По плюсам и минусам машины. ПТ САУ огромная. И это, конечно, минус, нас удобно стрелять в первую очередь арте. По подвижности это жирный минус. Она не едет от слова совсем, ни хрена. Подвижность прям кусок дерьма. По пушке супер плюс, за исключением только разве что УВН орудия, скорость полета снаряда, пробитие, точность, сведение. Это все плюсы у этого орудия. Да, да. По обзору тоже минус. Обзор у нас прям кусок дерьма, к сожалению. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как АТ-7 дерется сейчас с современным рендом. Погнали. Так, обзор боем у нас АТ-7, ПТ САУ Великобритании, 7 уровня, проходная ветка. Сейчас мы ее затестим. Да. Так, нам самый главный башенку скрыть. Поедем на центр, перестреливаться. Правда, бой у нас с 8-ками. Ну, что делать? Сейчас найдем позицию. Голду включаем, ибо нам сейчас надо пробивать, умудряться 8-ок в башню. У нас не так уж и много позиций для грамотного отыгрыша. Есть арта, да? Есть арта. Black Prince сюда вроде как едет, это хорошо. Оптимальное место. Я надеюсь. Ну, где? Вот он. Все, он передумал. Броня не пробита. Пробитие. Пробитие. 238. Ну чё, давай, Black Prince, будем ПВПшиться. Он такой, ё-моё, во я попал. АТ-7 стоит.
плюс еще и Милька. Интересно, будет еще выходить, дурачок? Походу, наверное, нет. Передумал. Не, на месте остался, вот дает. Да, друг. Это тебе не это. Блин, промазал. Далеко выехал неожиданно. Броня не пробита. Вот, не пробил броню. Так, счет 5-1. Счет 5-1. Давайте поджимать, наверное. Что так церемониться? Не пробил. Не пробил. Да куда я стреляю-то? Вот. Сюда он бьется хорошо. Все, отвоевался. К Эмыцу поедем. Бортом, правда, под всех остальных. Плохо. Есть пробитие. Прибор наблюдения разбиты. Видимо, снижено. Есть пробитие. Все, готов. Ну я уж прям в наглую. Ну, ребят, с восьмерками, конечно, у нас все немножко грустнее, но в целом все равно. Поехали к Шпаку, поговорим с пацаном. Чуть в низинку спустимся, да. Прицель восстановлен. Обзор нормальный. Шпак терпит неудачу. Все, не доехал я до Шпака. О, ИСУ, ВЗ. О. Стоим. Все, забрали. Так, ну сумма у нас 2К есть. Можно и поесть. Так, Исуха где-то вон она. Я отсюда ее вижу, интересно. Вижу. Не попал. Ну ладно. Ну все, я уже не доеду. Ну, вот такой вот геймплей интересный. Броня есть, сами видели, там все равно что-то танкуем, да. 1260 натанковали в бою против восьмерок. Вообще мне нравится вся эта ветка. Вот. У Англии, да. АТ-7 имба, это я вам точно говорю. Главное не торопиться, с умом все делать. Мне нравится. АТ-8, АТ-7, АТ-2. Все это грозные машины. Да. Вот, не стыдное у нас место, хотя стыдное, но у нас еще ассист есть, да, насветили. Так что как так, ребята, АТ-7, куча брони, хорошая ДПМная пушка, точная пушка, это важно, да, это точная пушка, штурмовая ПТ, вот, всем рекомендую. По пятибалльной системе данной машины прям смело ставлю 4 с плюсом. Вот, пишите свои комментарии под видео, есть ли у вас в ангаре такая ПТ-САУ, какой вы используете оборудование. Я считаю, закалка, турбина, да, и досел — это самое правильное оборудование для данной ПТ. Так что ставьте, наслаждайтесь в боях, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Да, кстати, лайкос не забудьте и, конечно, оформить подписку на канал. Всем пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.